Звук вибрации телефона по ламинату — это худший будильник в мире. 7 часов 32 минуты утра. Я не открываю глаза, но уже знаю, что увижу на экране. Незнакомый номер. Код региона — Москва. Или, может быть, Новосибирск. Это не мама, не подруга и уж точно не принц на белом коне. Это деньги сразу или быстро займ. Или тот лысый мужик из департамента взыскания, который обещал приехать по адресу прописки, если я не внесу 18 500 рублей до среды. Я нащупываю телефон рукой, сбрасываю вызов и переворачиваю его экраном вниз. Сердце колотится где-то в горле, отдавая тупой пульсацией в виски. Доброе утро, Света. Добро пожаловать в твою новую реальность. Стою. Холодно. Отопление еще не дали, а обогреватель я не включаю, экономлю электричество. Мой мир теперь измеряется киловаттами, рублями, копейками и днями просрочки. Я иду в ванную, стараясь не смотреть в зеркало. Там, в отражении, 27-летняя женщина с серыми кругами под глазами, которая выглядит на все 35. На завтрак овсянка на воде. Без масла, без сахара. Пачка стоит 45 рублей, хватает на неделю. Пока вода закипает, я открываю Excel-таблицу в телефоне. Это моя Библия, мой страшный суд и мой ежедневник. Строка 14. Микрокредит на карту. Сумма долга — 12 400 рублей. Дата платежа — сегодня. На карте — 3218 рублей. До аванса — 5 дней. Внутри все сжимается. Это чувство ледяного кома в животе со мной уже полгода. Я называю это финансовым похмельем. Только пила не я, а голова болит у меня. Я делаю глоток пустого кипятка. Надо перехватить. Где? У кого? Друзья уже не дают, родители не знают. Взять новый займ, чтобы покрыть старый? Нет. Я поклялась себе. Больше никаких пирамид. Я должна выгрызть эти деньги зубами, заработать, найти, но не рыть яму глубже. Я одеваюсь. Джинсы, которые стали велики на 1 размер, черная водолазка. Никакого макияжа. Тушь высохла месяц назад. Новую купить не на что. 500 рублей за тушь — это 3 дня еды. Арифметика выживания проста и жестока. Выхожу из дома. В метро душно и тесно. Я прижимаю сумку к груди, в которой лежит старый Android с треснутым экраном. Свой 13-й iPhone я продала 4 месяца назад за 40 000 рублей, чтобы закрыть проценты по кредитной карте Тинькофф. Той самой карте, с которой я оплатила ему аренду студии звукозаписи. «Ты не понимаешь, Свет», — говорил он тогда, глядя на меня своими огромными щенячьими глазами. «Это инвестиция. Мы запишем альбом, стрельнем, и я верну тебе все в 10-кратном размере. Мы улетим на Бали. Ты же веришь в меня?» Я верила. Я была профессиональной спасательницей. Мне казалось, что моя любовь — это топливо, на котором его гениальный двигатель наконец-то заработает. Я думала, что мы — команда. Бонни и Клайд. Только вместо ограбления банков мы грабили мое будущее. Сейчас я еду на работу номер 1. Офис-менеджер в логистической компании. Зарплата — 45 000 рублей. График с 9 до 6. Но это только начало. В 6:15 я бегу в кофейню через 2 квартала, где мою полы и посуду до 10 вечера. Это еще 15 000 в месяц. А ночью, когда глаза уже вытекают, я беру заказы на бирже фриланса. Транскрибация аудио, написание отзывов за 30 рублей штука. Мой телефон снова вибрирует в кармане. Скрытый номер. Я вздрагиваю, и женщина рядом недовольно косится на меня. Она не знает, каково это — бояться каждого звука. Бояться, что сейчас позвонят не тебе, а твоему начальнику. «Светлана Игоревна, ваш долг передан в коллекторское агентство «Феникс». Срочно свяжитесь для урегулирования вопроса». СМС приходит красными буквами как приговор.
Я закрываю глаза и считаю до 10. 1, 2, 3. Любовь любовью, а договор подписала я. Подпись моя, паспортные данные мои. И ответственность теперь моя. Никто не придет и не спасет. Спасательница здесь я. Только спасать надо саму себя, пока я окончательно не утонула. В офисе я сажусь за стол, включаю компьютер и надеваю маску нормального человека. «Привет, Свет!» — кричит Ленка из бухгалтерии. «Мы сегодня пиццу заказываем. Скидываемся по 350 рублей. Ты с нами?» 350 рублей. Это килограмм куриного филе по акции и пакет гречки. Это 2 ужина и 2 обеда. «Нет, Лен, спасибо», — говорю я, стараясь улыбаться. «У меня живот что-то крутит. Я на диете». «Ой, да брось. Один раз живем», — машет она рукой. «Один раз живем». Именно эту фразу любил повторять мой бывший, когда мы проедали деньги, отложенные на оплату квартиры в дорогом ресторане. «Расслабься, малыш. Деньги — это энергия. Они приходят и уходят». К нему они приходили от меня, а от меня уходили к кредиторам. Теперь я знаю цену этой энергии. Она равна ставке рефинансирования плюс 365% годовых. Я открываю рабочую почту, но в голове только цифры. 12 число. Сегодня нужно отдать 12 400. У меня есть 3200. Не хватает 9200. Где взять 9200 рублей за 8 часов? Я лезу в сумку и достаю единственное, что у меня осталось ценного. Серебряный браслет Пандора с 5 шармами. Подарок родителей на 25-летие. Я носила его, не снимая. Это была моя связь с той Светой, у которой не было долгов, не было дергающегося глаза и был спокойный сон. Каждый шарм стоил около 2-3 тысяч. Если сдать в ломбард, дадут копейки. Если продать на Авито — долго. В обеденный перерыв я выхожу на улицу. Идет мелкий дождь. Я иду в ломбард за углом, мимо которого хожу каждый день, стараясь не смотреть на вывеску. Желтые буквы «Деньги мигом» горят даже днем. Внутри пахнет пылью и безнадежностью. Окошко из бронированного стекла. За ним сидит женщина с безучастным лицом. «Паспорт», — сухо говорит она. Я протягиваю браслет. Руки немного дрожат. Серебро. Вес 11 граммов. Шармы, ну такое. 1500 за все. Сколько? У меня перехватывает дыхание. Тут одни шармы стоили 1010 при покупке. Девушка, это ломбард, а не бутик. Берете или нет? 1500 рублей. Плюс проценты при выкупе. Я забираю браслет. 1500 меня не спасут. Это капля в море моего долга. Я выхожу на улицу, и слезы смешиваются с дождем. Я злюсь. Не на ломбарчицу, не на дождь. Я злюсь на него. Вспоминаю тот день, 18 мая. Солнце светило так ярко. «Зая, мне одобрили кредит!» Я прибежала домой, размахивая телефоном. 200 тысяч! Мы сможем купить тебе оборудование!» Он подхватил меня на руки, кружил по комнате. «Ты лучшая! Ты единственная, кто меня понимает! Мы порвем этот мир!» Мы порвали только мою кредитную историю. Телефон снова вибрирует. «Светлана, у вас просроченная задолженность. Если вы не внесете платеж до 18:00, мы будем вынуждены звонить контактным лицам». Контактные лица. Мама, папа, брат. Только не это. Они думают, что у меня все хорошо, что я строю карьеру, что мы расстались с Димой просто потому, что не сошлись характерами. Они не знают, что я выплачиваю его долги за ставки на спорт и неудачные бизнес-идеи. Я захожу в приложение банка. Есть кнопка «Занять до зарплаты». Сервис от самого банка. Комиссия дикая. Но деньги придут сразу. Я нажимаю. Вам одобрено 10 тысяч рублей. Срок возврата через 7 дней. Сумма к возврату
11 500. Я перевожу эти деньги на карту, снимаю, бегу к терминалу микрозаймов, ввожу номер договора, вставляю купюры. 5000, еще 5, еще 2, еще 200. Экран мигает зеленым. Платеж принят. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Я выдыхаю. На сегодня я свободна. На карте осталось 80 рублей. До аванса 5 дней. В кармане вибрирует телефон. Другой номер. Алло? Светлана Игоревна? Это отдел взыскания Банка Восточный. По вашему кредиту номер 748/12 я сбрасываю. Холодный душ продолжается. Сегодня я выиграла битву за микрозайм, но война с большим кредитом только начинается. Я возвращаюсь в офис. Ленка жует пиццу. Пахнет пепперони и расплавленным сыром. Желудок скручивает спазм. «Света, ты такая бледная», — говорит она с набитым ртом. «Точно не хочешь кусочек?» «Нет», — отрезаю я, — «у меня есть вода». Я сажусь за стол и открываю таблицу. Следующий платеж 17 числа. 5600 рублей. Остаток общего долга 483 214 рублей. Я работаю. Я должна работать. Каждая минута простоя стоит денег. Я больше не Света-мечтательница. Я — калькулятор с функцией сердцебиения. Вечером после второй работы я прихожу домой. Ноги гудят так, словно я прошла марафон. Я падаю на диван, не раздеваясь. В темноте светится экран телефона. Входящее сообщение в мессенджере. От него. От Димы. Аватарка новая. Он в солнечных очках на фоне какой-то тачки. «Привет, малыш. Как ты там?» «Слушай, тема есть верная. Нужно всего 50 тысяч перехватить на неделю. Верну 70. Выручишь?» Я смотрю на эти буквы. 50 тысяч. Верну. Раньше, год назад, я бы уже искала, где занять. Я бы думала, он вспомнил обо мне, у него новая тема, надо помочь. Сейчас я смотрю на экран и вижу не слова, а цифры. 50 тысяч — это 2 месяца моей каторги. Это 600 часов мытья посуды. Это 1666 заказов на бирже фриланса. И я чувствую, как внутри меня что-то щелкает. Не страх, не любовь, а холодная, расчетливая ярость. Я не отвечаю. Мой палец зависает над кнопкой «Блокировать», но я почему-то не нажимаю ее. Просто смахиваю уведомление. 50 тысяч рублей. 70 он вернет. Ха. Ха-ха. Смех застревает в горле сухим кашлем. Я знаю эту схему. Верну через неделю превращается в «малыш, там задержка перевода». Потом в «ты что, мне не веришь?» А потом я иду в микрозайм, чтобы перекрыть дыру в бюджете, которую пробила моя доброта. Я откладываю телефон. У меня нет времени на эмоции. У меня есть 15 минут, чтобы добежать до второй работы. В кофейне пахнет корицей и дорогим зерном. Запах, который раньше ассоциировался у меня с уютом и воскресными свиданиями, теперь вызывает тошноту. Для меня это запах чужих денег и моей усталости. Я переодеваюсь в подсобке, снимаю офисную блузку, надеваю фирменное поло цвета жжёной умбры и фартук. Моя должность здесь называется красиво — клининг-менеджер вечерней смены. По факту я поломойка и посудомойка. Я беру швабру. Вода в ведре серая и мыльная. За вторым столиком сидит пара. Девушка смеется, парень держит ее за руку. На столе 2 латте и чизкейк. Чизкейк стоит 290 рублей. 290 рублей — это пачка макарон, десяток яиц и бутылка молока. 3 дня жизни. Она не доела. Оставила половину куска. Официант уносит тарелку. Я смотрю на этот кусок, который летит в мусорный бак. Желудок сводит спазмом.
Я не ела с утра, если не считать пустой овсянки. Возникает дикая, унизительная мысль. А если перехватить, пока никто не видит? Я кусаю губу до крови. Нет. Я нищая, но я не животное. Я не буду доедать объедки. Я лучше сдохну от голода, но сохраню остатки самоуважения. Я тру пол. Движения резкие, злые. Вперед-назад, вперед-назад. Я вспоминаю, как мы с Димой сидели в ресторане 1,5 года назад. «Закажи все, что хочешь», — говорила я, только что получив кредитку с лимитом 100 тысяч. «Ты же гений, тебе нужно хорошо питаться». Он заказал стейк рибай и бутылку вина за 4000. Я пила воду и улыбалась, глядя, как он ест. Я чувствовала себя такой важной, такой нужной. Я покупала право быть рядом с ним. Каждый кусок того стейка теперь стоит мне недели работы со шваброй. Вот она, цена моей любви. 1 стейк — 7 ведер грязной воды. 10 вечера. Смена окончена. Администратор сует мне в руку 1000 рублей. Наличными. Это мои деньги на проезд и завтрашний платеж по рассрочке за телефон. Да, тот самый телефон, который Дима разбил в порыве творческого кризиса. «Ты меня не слушаешь!» — бам, об стену. И мне пришлось брать новый в рассрочку, потому что без связи я не могла работать. Платить еще 4 месяца. По 3800 рублей. Я выхожу на улицу. Темно. Холодно. Иду к метро, стараясь держаться освещенных участков. Паранойя стала моей второй натурой. Мне кажется, что коллекторы следят за мной, что тот мужик в капюшоне — это сотрудник службы безопасности банка. Телефон вибрирует. Я вздрагиваю так сильно, что роняю ключи. Поднимаю трубку, не глядя. «Алло? Светлана Игоревна?» Голос женский, визгливый, неприятный. «Да». «Это ООО «Перспектива». Вы злостно уклоняетесь от оплаты долга перед МФО «Капуста». Сумма долга с учетом штрафов составляет 32 450 рублей. Я внесу часть в пятницу. У меня аванс. Какую часть? 500 рублей? Вы издеваетесь? Голос становится жестче. Мы зафиксировали отказ от оплаты. Завтра выездная группа посетит вас по месту регистрации. И, кстати, как поживает ваша мама, Татьяна Николаевна? У нее ведь давление, кажется. Не хотелось бы ее волновать. Земля уходит из-под ног. «Не смейте», — шепчу я. «Не смейте звонить маме. Я найду деньги. Не трогайте ее». До 12:00 завтрашнего дня полная сумма должна быть на счете. Иначе мы начнем работу с окружением. Всего доброго. Гудки. Я стою посреди улицы, глотая ртом ледяной воздух. Меня трясет. Работа с окружением. Это эвфемизм для «мы превратим жизнь твоих близких в ад». Мама не знает. Она думает, что я успешный менеджер в Москве. Если они позвонят ей, если расскажут про мои долги, про микрозаймы, ее сердце не выдержит. Стыд жжет меня изнутри, как кислота. Я прихожу домой. В квартире темно и тихо. Я не включаю свет в коридоре. Лампочка перегорела неделю назад. Новая стоит 40 рублей. Нет лишних 40 рублей. Сажусь за ноутбук. 3-я смена. Фриланс. Нужно расшифровать 2-часовое интервью какого-то инфо-цыгана про успешный успех. Оплата — 800 рублей за текст. Я надеваю наушники. «Главное — это мышление изобилия», — вещает голос в ушах. «Если вы экономите на кофе, вы посылаете Вселенной сигнал бедности». Я печатаю эти слова, и мне хочется разбить экран. Я экономлю не на кофе, я экономлю на жизни. 32 тысячи до завтра. Где? Я открываю сайт с объявлениями. Авито. Мой профиль. Что у меня осталось? Одежда? Старые платья никому не нужны. Техника? Ноутбук нужен для работы. Взгляд падает на угол комнаты.
там в чехле стоит гитара. Димина гитара. Фендер. Он оставил ее, когда уходил. Сказал: «Заберу потом». Прошло полгода. «Это не моя вещь», — шепчет голос совести. «А долги твои?» — отвечает голос рассудка. «Кто платил за эту гитару? Вспомни». Я вспоминаю. 2 года назад, его день рождения. Светик, это же инструмент. Это продолжение моих рук. Она стоит всего 60 тысяч. Я взяла кредит наличными. Всего 60 тысяч. Я плачу этот кредит до сих пор. Ежемесячный платеж — 2400 рублей. Осталось платить год. Фактически я купила эту гитару. У меня есть чек. Он на мое имя. Я достаю гитару из чехла. Фотографирую. Пальцы дрожат, но снимки получаются четкими. Электрогитара Fender Stratocaster. Состояние идеальное. Срочно. 35 тысяч рублей. Цена занижена вдвое, я знаю. Но мне нужны деньги завтра к обеду. Я выкладываю объявление. 12 часов ночи. Час ночи. Я обновляю страницу каждые 5 минут. В 1:30 пишет парень. За 30 заберу прямо сейчас. Приеду сам. 30 тысяч. Долг 32 450. Забирай, пишу я. Адрес скину. Через 40 минут у подъезда тормозит старая Тойота. Выходит парень с длинными волосами. Я выношу гитару. На улице холодно. Я в домашнем халате и пуховике сверху. Он осматривает инструмент, подключает к маленькому комбику на батарейках, берет пару аккордов. «Звук огонь», — говорит он. «А чего продаешь так дешево? Краденое?» «Нет», — говорю я, глядя ему в глаза. «Бывшего». «А», — он ухмыляется, — «расплата за грехи?» «Типа того». Он отсчитывает деньги. 5000-е купюры. 6 штук. Я сжимаю их в руке. Бумага холодная. «Спасибо, выручил», — говорю я. Он уезжает. Я остаюсь одна с деньгами. Я поднимаюсь в квартиру. Сразу же, не раздеваясь, захожу в приложение банка. Пополняю карту через банкомат в приложении. Комиссия сжирает 150 рублей. Перевожу деньги коллекторам. 29 850 рублей. Все, что есть. Остаток долга — 2600 рублей. Я пишу СМС на тот визгливый номер. Внесла 29 800. Остаток закрою с аванса через 3 дня. Только попробуйте позвонить матери. Я напишу жалобу в прокуратуру и ЦБ. Блеф, но уверенный. Теперь у меня на карте 200 рублей. В кошельке 1000, которую дали на мойке. Итого 1200 рублей. До аванса 4 дня. Я выживу. Я сажусь на пол в коридоре и прижимаюсь спиной к двери. Гитара ушла. Я продала часть его мечты, чтобы спасти свою реальность. Внутри шевелится странное чувство. Это не сожаление, это облегчение. Словно я выкинула из дома мешок с мусором, который вонял полгода. Я закрываю глаза. Впереди 3 часа сна перед офисом. Телефон пиликает. Сообщение от Димы. «Свет, ты чё игноришь? Мне реально помощь нужна. Там коллекторы на меня насели, жестко прессуют. Ты же знаешь, каково это. Помоги по-братски, а? Мы же не чужие люди». Я читаю. «Ты же знаешь, каково это». О да, Дима, я знаю. Я знаю это лучше, чем ты можешь себе представить. Я знаю это благодаря тебе. Я смотрю на текст. Мои пальцы больше не дрожат. Мы же не чужие люди. Именно эта фраза держала меня на крючке годами. Страх быть плохой. Страх бросить человека в беде. Страх, что без меня он пропадет. Но сейчас, сидя на полу в пустой квартире после продажи его гитары, я понимаю одну простую вещь. Он не пропадет. Паразиты не пропадают. Пропадают носители. И я почти пропала. Я встаю и иду на кухню. Наливаю воду в стакан.
Пью медленно, маленькими глотками. Я захожу в диалог. Пишу. Денег нет. Стираю. Слишком мягко. Пишу. Я сама в долгах из-за тебя. Разбирайся сам. Стираю. Слишком много эмоций. Он зацепится, начнет давить на жалость, обвинять. Я вспоминаю свой новый язык. Язык цифр и фактов. Язык холодного душа. Я просто нажимаю кнопку «Заблокировать». Диалог исчезает. Аватарка с солнечными очками пропадает в небытие. В телефоне становится на одного монстра меньше. Но монстров еще много. Я открываю свой Excel. Строка 22. Кредитная карта «Альфа». Лимит исчерпан. Минимальный платеж через неделю — 6400 рублей. Строка 23. Займ Е-Капуста. Просрочка 3 дня. Я смотрю на сумму. Нужно заработать еще. Завтра. Завтра я возьму еще 2 текста на бирже. Я откажусь от обеда совсем. Я пойду пешком, чтобы сэкономить на метро одну поездку. 60 рублей. 60 рублей умножить на 20 рабочих дней — это 1200. Это 3 пачки гречки и десяток яиц. Мой мозг работает как кассовый аппарат. Дзинь, дзинь, дзинь. Я ложусь в кровать. Одеяло холодное. Снится мне сон. Я стою в огромной яме. Стены из глины, скользкие. Сверху на меня смотрят люди. Мама, папа, друзья. Они улыбаются и машут руками. «Вылезай, Света!» — кричат они. «Там же не глубоко!» А я пытаюсь карабкаться, но ноги вязнут. Я смотрю вниз, а там, за моей лодыжки, держится Дима. Он тяжелый, как каменная статуя. «Не бросай меня!» — ноет он. «Мы же команда!» И я скольжу вниз, в темноту. Просыпаюсь в холодном поту. 5 утра. Сердце стучит. Тук, тук, тук. Долг, долг, долг. Вставай, Света. Время — деньги, а денег у тебя нет. Среда. Середина недели — это как середина Ла-Манша. Берега уже не видно, сил плыть нет, но останавливаться нельзя, иначе пойдешь ко дну. Я сижу в офисе. 11 утра. Мои глаза сухие, как пустыня Атакама. Я моргаю, и веки скребут по яблокам. В мониторе цифры. Накладные, счета фактуры, чужие миллионы. Я провожу платежи на сотни тысяч рублей одним кликом. Это сюрреализм. Через мои руки проходят потоки денег, но если я захочу купить шоколадку из автомата в коридоре за 60 рублей, мне придется проверить баланс карты. У меня осталось 850 рублей. Я потратила 350 на проездной и пачку обезболивающего. Голова раскалывается 3-й день. Обед. Коллеги идут в столовую. Средний чек — 300 рублей. «Свет, ты идешь? Там сегодня борщ украинский». «Нет, у меня отчет. Лгу я, не отрываясь от экрана. Я достаю из сумки контейнер. В нем гречка. Пустая. Вчера вечером я нашла на кухне пол луковицы, обжарила ее на капле масла и перемешала с крупой. Это называется ризотто по-нищебродски. Я ем быстро, механически, глядя в стену. Вкус бедности — он никакой. Он пресный. Внезапно телефон на столе оживает. Экран загорается. Мама. Сердце пропускает удар. В голове всплывает голос коллекторши из перспективы. «Мы начнем работу с окружением». Неужели они позвонили? Неужели добрались? Я хватаю трубку, выхожу в коридор, прижимаюсь спиной к холодной стене возле лифтов. «Алло, мам?» «Светочка, привет, родная!» Голос мамы бодрый, теплый. В нем нет паники. Я выдыхаю. Воздух со свистом выходит из легких. Пока не позвонили. Пока. «Привет, мам. Как ты?» «Да, давление скачет, погода меняется. Папа вот в гараже возится. Ты-то как?»
Совсем пропала, не звонишь. Работаешь много? Да, мам, работы вал. Проект новый, важный. Ты кушаешь хоть нормально? Голос уставший. Мам, все отлично. Я в порядке. Вот сейчас суши едим с девчонками. Перерыв у нас. Ложь вылетает легко, привычно. Я смотрю на свои ботинки. На правом носке царапина, которую я закрасила черным маркером. Суши. Конечно. Ну хорошо. Светочка, слушай, тут такое дело. У тети Вали юбилей в субботу. 55 лет. Мы собираемся в ресторане. Все наши будут. Приедешь? Она очень хочет тебя видеть. Юбилей, ресторан, подарок. Билет на электричку до дома. В моем мозгу мгновенно включается калькулятор. Билет туда-обратно — 800 рублей. Подарок — минимум 3000. Меньше — позор перед роднёй. Платье. У меня нет ничего приличного, в чем не стыдно показаться перед тетками, которые будут сканировать меня рентгеном на предмет успешности в Москве. Итого нужно около 5000 рублей. У меня 850. И долг по кредитке Альфа через 4 дня. «Мам, я...» — горло перехватывает. «Я не смогу. В эти выходные работаю. Шеф не отпускает, сдача этапа». «Ой, жалко как», — голос мамы тускнеет. «Все спрашивают про тебя. Говорят, Светка там совсем столичная штучка стала, зазналась. А я говорю, она карьеру строит. Карьеру строит. Если бы ты знала, мама, какую карьеру я строю. Карьеру профессионального должника. Прости, мам. Передай тете Вале поздравления. Я потом, как-нибудь. Ладно, доча, целую. Ты там хоть парня себе нашла? А то все одна да одна. Дима-то твой где? Имя бьет под дых. Нет Димы, мам, и не надо. Все, мне пора работать. Я отключаюсь и сползаю по стене. Хочется выть. Просто открыть рот и выть на эти бежевые офисные стены. Стыд. Липкий, горячий стыд. Я изолировала себя от всех. Я не могу поехать к родным, потому что я пустая. Я банкрот не только финансово, я банкрот эмоционально. Мне нечего им дать. Мне нечего им показать, кроме лжи про успешный проект и суши. Вечером я иду на вторую работу. На улице мокрый снег. Жижа под ногами. Я делаю шаг, и вдруг правая нога становится мокрой. Ледяная вода заливает носок. Я останавливаюсь под фонарем, поднимаю ногу. Подошва моего ботинка отошла. Она попросила каши. Дыра сантиметров 5. Это единственные зимние ботинки. Я стою посреди улицы, мимо спешат люди. У кого-то Найки, у кого-то Тимберленды, а у меня ботинок с дырой и 850 рублей в кармане. Купить новые? Самые дешевые в смешных ценах стоят 1500. Денег нет. Ремонт? Рублей 700. Тогда я останусь без еды до понедельника. Я хромаю до ближайшего хозяйственного магазина. Суперклей есть? 70 рублей. Я покупаю тюбик. Захожу в торговый центр, иду в туалет. Сажусь на унитаз в кабинке, снимаю грязный мокрый ботинок. Снимаю мокрый носок, выжимаю его, заворачиваю в туалетную бумагу. Сушу ботинок сушилкой для рук, пока никто не видит. Потом заливаю разрыв клеем, прижимаю изо всех сил и держу. Пальцы прилипают. Запах химии бьет в нос. Я сижу и держу этот чертов ботинок 10 минут. Слезы капают на кафель. Вот оно. Дно. Я — девушка с высшим экономическим образованием, которая в туалете торгового центра клеит ботинок, чтобы дойти до работы, где будет мыть полы. Почему? За что? Я думала, мы команда. Мысль приходит сама собой. Я вспоминаю, как год назад я купила ему кроссовки за 12 000.
Джорданы. Он так хотел. У артиста должен быть имидж, Светик. Встречают по одежке. Я купила их с кредитки. А сама ходила в этих ботинках. Уже тогда они были старые. Но я чувствовала себя героиней. Я думала, я сильная, я потерплю. Зато он будет счастлив. Я вложусь в него, и он оценит. Я смотрю на свои руки в клее. Врешь, Света. Ты врешь сама себе. Ты делала это не ради него. Ты делала это ради себя. Тебе нравилось быть мамочкой. Нравилось быть той, от которой все зависит. Это власть. Это наркотик. Ты находила сломленных, проблемных мужиков не случайно. Тебе нужен был кто-то, кого можно спасать, чтобы на его фоне чувствовать себя великой. Я помогу ему встать на ноги. А в итоге он стоит в Джорданах, а я сижу с дырявой подошвой. Он не жертва. Он просто паразит, который нашел идеального донора. А я не святая. Я дура с комплексом Бога, которая пыталась купить любовь, потому что не верила, что ее можно любить просто так. Без кредитов, без жертв. Я надеваю ботинок. Он держится. Пока. Я выхожу из туалета. В зеркале я вижу злую женщину. В ее глазах больше нет надежды на чудо. В них есть только холодный расчет. Я убью в себе эту спасательницу. Я задушу ее голыми руками. Больше ни копейки никому. Ни рубля на помощь. Ни минуты на сочувствие нытикам. Мой ресурс исчерпан. Мой банк закрыт. Лицензия отозвана. Смена в кофейне проходит как в тумане. Я тру, мою, ношу. Нога мокрая, клей не выдержал луж на улице, вода снова просочилась. Но мне плевать. Я не чувствую холода. Я чувствую ярость. Эта ярость — мое топливо. Ночью дома я сажусь за таблицу. Остаток после продажи гитары и выплаты коллекторам уменьшился, но общая гора долгов все еще огромна. 450 тысяч. Я открываю сайты фриланса, беру все подряд. Отзывы на подгузники, описание товаров для секс-шопа, расшифровка лекций по квантовой физике. Я работаю до 3 ночи. Глаза красные, спина не разгибается. За ночь я зарабатываю 900 рублей. Это новые ботинки. Самые дешевые, но новые. Утром в субботу я иду на рынок. Покупаю китайские дутики за 800 рублей. Они уродливые, но теплые и сухие. На оставшиеся деньги я покупаю десяток яиц и буханку хлеба. Иду домой. Звонок. Номер не скрыт. Имя высвечивается из телефонной книги. Ира, подруга. Мы не виделись полгода. Я избегала ее, потому что Ира замужем за программистом. Они купили квартиру, ездят в отпуск. Мне было стыдно рядом с ней. Алло? Светка, привет. Живая? Привет, Ир, живая. Слушай, я знаю, ты занята вечно, но мне помощь нужна. Мы улетаем в Турцию завтра, а кошку оставить не с кем. Мама заболела, не может взять. Можешь у нас пожить недельку? Покормить Муську. Холодильник полный, ешь, что хочешь. И... Она мнется. Я знаю, у тебя там с деньгами напряг был. Мы заплатим. 10 тысяч. Просто выручи, а? Чужим людям ключи давать не хочу. 10 тысяч. Полный холодильник. Неделя в нормальной квартире с нормальной ванной. Во мне дергается старая привычка. Ой, да ладно, денег не надо, я так помогу, мы же подруги. Я прикусываю язык. Я вспоминаю дырявый ботинок. 10 тысяч? Переспрашиваю я. Голос звучит твердо, по-деловому. Да, ну, если мало, можем 15. Очень надо, Свет. 15, говорю я. И 50% предоплаты сегодня на карту. О, Ира удивлена. Раньше Света была бессребреницей. Без проблем, сейчас кину. Ты спасительница. Нет, Ира, отвечаю я холодно. Я не спасительница.
Я кэт-ситтер. Это услуга. Жду перевод. Через минуту телефон вибрирует. Пополнение 7500 рублей. Я смотрю на экран. 7500 рублей. Это платеж по кредитке. Это еда на 2 недели. Это свобода от звонков на пару дней. Я не чувствую стыда за то, что взяла деньги у подруги. Я чувствую уважение к себе. Мое время стоит денег. Моя надежность стоит денег. Я захожу в приложение банка. Нажимаю «Погасить задолженность». Перевожу 6400 на карту Альфа. Минимальный платеж закрыт. Грейс-период продлен. Остаток на карте 1100 рублей. Плюс мелочь в кошельке. Я сажусь на кровать в своих новых уродливых дутиках и закрываю лицо руками. Я не поехала на юбилей. Я соврала маме. Я взяла деньги с подруги. Я становлюсь жесткой, как черствый хлеб. Но впервые за полгода я знаю точно. Я доживу до следующего месяца. Вдруг снова приходит сообщение. Не от банка, не от Иры, с незнакомого номера. «Света, это Дима. Я звонил с чужого, ты заблочила. Не будь стервой, мне реально жрать нечего. Ты же знаешь, я сейчас на мели. Займи косарь, хотя бы 500. Я у подъезда твоего стою. Видел, как ты заходила. Вынеси, а? Или я поднимусь, я код знаю». Холод проходит по позвоночнику. Он здесь. Он у подъезда. Мой бывший кошмар. Человек-черная дыра. Я код знаю. Он знает код домофона. Он может стоять под дверью, стучать, кричать. Соседи выйдут. Страх липкими лапами сжимает горло. «Дай ему 500 рублей», — шепчет страх. «Пусть уйдет. Откупись. Это дешевле, чем скандал». 500 рублей. Это половина моего нынешнего капитала. Я встаю. Подхожу к двери. Смотрю в глазок. Там темно. Я подхожу к домофону и отключаю трубку. Потом беру телефон. Пишу ответ. Еще одно сообщение, и я вызываю полицию. У меня сохранились все чеки твоих долгов. Хочешь поговорить с участковым о мошенничестве? Уходи. Я отправляю сообщение и блокирую номер. Тишина. Проходит минута. 2. 5. В дверь никто не стучит. Я подхожу к окну, прячась за шторой. Внизу, у подъезда, стоит знакомая фигура в тех самых Джорданах. Он смотрит на телефон. Потом сплевывает на асфальт, машет рукой и уходит прочь, сутулившись. Он ушел. Не потому, что я ему помогла, а потому, что я показала зубы. Я сползаю по стене на пол. Я не дала ему денег. Я не спасла его. И небо не рухнуло. Наоборот. В комнате стало как будто светлее. Я смотрю на свой баланс в телефоне. 1100 рублей. Это мои деньги. Мои. Никто их не заберет. Я делаю глубокий вдох. Пахнет клеем от ботинок, пылью и свободой. Горькой, тяжелой, но свободой. Прошло 18 месяцев. 548 дней с того утра, когда я продала гитару. Ноябрь. Мокрый снег летит в лицо, но мои ботинки теперь не протекают. Это простые кожаные ботинки, купленные на распродаже за 4000 рублей. Они крепкие, надежные и скучные, как и моя нынешняя жизнь. Я выхожу из метро. В кармане вибрирует телефон. Я достаю его спокойно, без того животного ужаса, который раньше заставлял сердце останавливаться. На экране незнакомый номер. «Алло?» Голос ровный, стальной. «Светлана Игоревна, предлагаем вам оформить кредитную карту с льготным периодом 120 дней. Не интересует. Исключите мой номер из базы обзвона». Я сбрасываю вызов. Пульс даже не учащается. 60 ударов в минуту.
Раньше каждый звонок был ударом хлыста. Теперь это просто белый шум. Я научилась фильтровать этот мир. Я иду домой. Моя квартира изменилась. В ней стало меньше вещей, но больше воздуха. Я продала старый телевизор, микроволновку, кучу одежды. Я живу аскетично. Я открываю ноутбук. Мой верный Excel. В таблице, которая когда-то была красной от просрочек и пени, теперь почти все строки залиты зеленым. Погашено. Погашено. Закрыто. Осталась одна строка. Последняя. Самый старый кредит. Тот самый. На раскрутку бизнеса. Остаток долга — 42 800 рублей. На карте — 48 300 рублей. Это моя зарплата плюс квартальная премия, которую я выгрызла зубами, работая без выходных 3 месяца. Я смотрю на эти цифры. 42 800. Это цена моей свободы. Рука не дрожит. Я захожу в приложение банка. Нажимаю «Досрочное погашение». Сумма — 42 800 рублей. Система спрашивает: «Вы уверены?» Я усмехаюсь. Уверена ли я? Я шла к этому 1,5 года. Я ела пустые макароны. Я мыла полы в кофейне, пока мои однокурсницы выкладывали фото с Мальдив. Я потеряла подруг, которые не понимали, почему я не могу скинуться на подарок или посидеть в баре. Я никогда и ни в чем не была так уверена. Клик. Экран на секунду зависает. В центре крутится колесико загрузки. Операция выполнена успешно. Кредитный договор закрыт. Справка о закрытии отправлена на почту. Я сижу и смотрю на экран. Я жду фанфар, салюта, чувства эйфории. Но ничего этого нет. Есть только тишина. Глухая, звенящая тишина внутри черепной коробки. Как будто кто-то выключил перфоратор, который работал за стеной 2 года подряд. Я закрываю ноутбук. Встаю. Иду на кухню. Наливаю стакан воды. Я никому ничего не должна. Я никому ничего не должна. Я повторяю это вслух, пробуя слова на вкус. 0 рублей, 0 копеек. У меня на карте осталось 5500 рублей. До следующей зарплаты 2 недели. По старым меркам это катастрофа. По моим нынешним это богатство. Мне не нужно отдавать 80%. Эти 5500 полностью мои. Я могу купить еды. Я могу оплатить коммуналку. Я чувствую себя легче воздуха. Гравитация больше не действует. На следующий день я иду по центру города. У меня выходной. Первый настоящий выходной за полгода, когда мне не нужно бежать на подработку или строчить тексты. Я прохожу мимо той самой студии звукозаписи, аренду которой я когда-то оплачивала. И вдруг я вижу его. Дима. Он стоит у входа, курит. Он почти не изменился, только куртка потертая и под глазами мешки потяжелее. Рядом с ним какая-то девчонка. Совсем молоденькая, лет 20. Она смотрит на него с обожанием. В ее руках 2 стакана кофе. У меня внутри все сжимается, но не от боли и не от любви. Это чувство узнавания. Как будто видишь старый фильм, который когда-то любила, а теперь замечаешь только плохую игру актеров и картонные декорации. Он замечает меня. Его глаза расширяются. Он что-то говорит девчонке, и она отходит. Он идет ко мне. Походка та же, расслабленная, вальяжная, хозяин жизни, которому просто временно не везет. «Светик!» — он расплывается в улыбке. «Какая встреча! Ты выглядишь строго». Он оглядывает меня с ног до головы. Мое простое пальто, мои скучные ботинки, мое лицо без косметики. «Привет, Дима», — говорю я. «Слушай, я так рад тебя видеть. Я часто вспоминал. Как ты? Разгреблась?» «Разгреблась».
Молодец. Я знал, что ты сильная. Слушай, это судьба, что мы встретились. У меня тут тема одна горит. Он понижает голос, делает шаг ближе, входя в мою личную зону. Реальный шанс подняться. Мне нужно буквально 15 тысяч до понедельника. Верну 20. Светик, ты же меня знаешь. Я смотрю на него. В его глазах та же мутная надежда, то же желание проехать зайцем на чужой шее. Я смотрю на девочку с кофе, которая ждет его у двери. Она — это я 3 года назад. Следующая жертва. Следующий донор. «Я тебя знаю, Дима», — говорю я тихо, «и поэтому не дам тебе ни копейки». «Да ладно тебе, не будь такой жадной». Его улыбка становится кривой. «Мы же не чужие, мы чужие», — перебиваю я. «Я выкупила свое право быть тебе чужой. Цена вопроса — 500 000 рублей и 2 года жизни. Контракт закрыт. Я разворачиваюсь и ухожу. «Стерва!» — кричит он мне в спину. «Меркантильная сука! Поэтому ты и одна!» Я улыбаюсь. Да, я одна. И это самое дорогое, что у меня есть. Мое одиночество оплачено потом и кровью. Оно принадлежит мне. Я не оборачиваюсь. Я не хочу его спасать. Я не хочу предупреждать ту девочку. Она все равно не поверит, пока сама не ударится лицом об асфальт. У каждого свой урок. Я свой выучила. Я захожу в кондитерскую. Здесь пахнет ванилью, теплым тестом и спокойствием. Витрина сияет. Пирожные как произведение искусства. Я смотрю на ценники. Эклер ванильный — 280 рублей. Тарталетка с малиной — 450 рублей. Раньше я бы умножила это на количество поездок в метро или пачек гречки. 450 рублей — это 3 дня обедов. Я стою и смотрю на тарталетку. На ней свежая малина и листик мяты. «Вам что-нибудь подсказать?» — спрашивает девушка за прилавком. Я лезу в карман, достаю карту. На ней мои, честные, свободные 5000. «Да», — говорю я, — «мне тарталетку с малиной и большой капучино». «С собой?» «Нет, я съем здесь». Я сажусь за столик у окна. За стеклом серый город, спешащие люди, слякоть. Передо мной красивая тарелка. Я делаю глоток кофе. Горячий, густой, с плотной пенкой. Потом отламываю вилкой кусочек тарталетки. Кладу в рот. Сладкий крем, кислая ягода, песочное тесто. Это вкус не просто еды. Это вкус победы. Я не чувствую вины, ни грамма. Я не думаю о том, что эти 450 рублей могли бы пойти в подушку безопасности. Сегодня я праздную. Я праздную возвращение Светы. Не той восторженной дурочки, которая хотела спасти мир, а взрослой женщины, которая спасла себя. Телефон лежит на столе экраном вверх. Он молчит. Никаких красных уведомлений, никаких угроз, никаких просьб занять до вторника. Нулевой баланс. Это не пустота. Это точка отсчета. Я доедаю пирожное до последней крошки. В голове проясняется окончательная мысль, сухая и четкая, как бухгалтерский отчет. Любовь не должна оставлять тебя голодной. Любовь не должна заставлять тебя прятаться от звонков. Любовь — это когда вы строите дом, а не когда ты затыкаешь собой дыры в его фундаменте. Больше никаких спасательных операций. Я вытираю губы салфеткой, встаю, выхожу на улицу. Ветер холодный, но мне тепло. Я застегиваю пальто, поправляю шарф и иду к метро. У меня на счету 5050 рублей. И вся жизнь впереди.